Добро пожаловать в Восточную Германию, в городочек под названием Вернигрёде. Удивительное место, где с одной стороны на холме стоит красивый средневековый замок. Если взлететь и немножко пролететь, то окажется, что с другой стороны находятся всем такие родные и знакомые, знакомо выглядящие панельные пятиэтажки. Очень приятно сохранившийся старый город, кофеечек, торты. $3,50. А самое главное, все это находится в 2 шагах от национального парка под названием Харц. Центральной достопримечательностью парка Харц, конечно же, является гора Броукен. Другой достопримечательностью является узкоколейная железная дорога, которая ведет из городка Вернигрёде прямо на гору, на вершину горы Броукен. Это был поезд узкоколейной железной дороги, который стоит 40 евро в одну сторону. Не ест. Не ест он эти монеты. О. Yes. Да? Жми зеленый. Ага. Эй. Билет. Все, можно гулять целый день. Это радостно. Пара слов про местные парковочные автоматы. Во-первых, они работают только за кэш, но это не только кэш, это должно быть именно монеты, никаких купюр. Во-вторых, все по-немецки. В общем, в наши сегодняшние планы входило забраться на местную гору под названием Броукен. На Броукен теоретически шла дорога, и Google был полностью уверен, что туда можно заехать на машине. А в реальности все оказалось не так. Машину пришлось бросить на полпути, и следующие 1,5 часа нужно проделать пешком, чтобы забраться на самый верх. Альтернативно туда идет еще паровой, такой локомотив, поезд древний. Но это стоит каких-то нереальных денег, чтобы туда забраться, поэтому мы идем пешком сквозь туман и скалы. Заберемся ли мы наверх или нет? Оставайтесь с нами, и вы скоро узнаете. Традиционно в национальных парках Германии нельзя летать дроном, поэтому вот вам немножко рендера с Google Earth, на что похожа эта гора. Броукен говорит, свернуть надо. Броукен говорит туда. Ну не, мы идем по пути с чертями. Идеальная асфальтовая дорога, по которой, к сожалению, нельзя ездить на машине. Можно только идти пешком. И на этом спасибо. Начался подъем. Вершина находится на высоте 1100 метров. Потом нам предстоит подняться что-то там метров на 600. Свернули мы, с тропы и идем по идеальной асфальтовой дороге, по которой, по идее, идти нельзя. Ну, то есть официальная туристическая тропа, она идет вот по такому вот бурелому. Не совсем я уверен, в чем был план национального парка, кроме как помучить глупых туристов. Что говорит карта? Смотришь в карту, видишь фигу? Ползем дальше по бурелому.
Немецкие туалетные шутки в лесу. Станислав набирает живой водички. Не пей, Станислав, Аленушкой станешь. Тебе нужно сесть на камушек, как у Васнецова. И сделать такое лицо, как у нее там. Слышно, кстати, как паровоз ездит по лесу и возит тех людей, которые финансово гораздо лучше состоялись в этой жизни. А мы пойдем дальше пешком. Сейчас только наберу водички из болотного источника. А тут еще на велике едет. 80 евро, да. Нет? Будет так себе видок. Думаешь, нас ждет разочарование? Абсолютно. О, Даже если он красивый, после вот этого всего трэша, он должен как бы быть супер, чтобы оправдать все эти страдания. И еще столько же обратно. Ну, зависит от того, нравятся ли тебе заброшенные секретные шпионские станции ГДР. Nope. Небольшая иллюстрация на тему того, как местные национальные парки качественно описывают путь, куда идти, сколько осталось и все такое. Ну вот, информационный стенд перед вами. А вот эта дорога продолжается. Примостилась. А как ты слезать будешь? Последний рывок на вершину горы. Это про опасность гоняния на велике вниз с горы. Потому что типа все идут и то «Оу, no!» А мы продолжаем наш путь пешком. Бесплатно. 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 Сэкономим 80 евро. Ох, дыма, конечно, от этих паровозов. Есть еще такой момент, что несмотря на то, что ты ползешь наверх много часов, весь страдаешь, вокруг тебя летают вертолеты, парапланы, проезжают паровозы. И, в общем, как-то то, что ты делаешь, не ощущается как некая такая заслуга. А как бы, в общем-то, ты чувствуешь себя муравьем. Лузером ты себя чувствуешь. Лузером. Без денег. Ох. Но виды потихонечку начинают открываться, очень даже симпатичные. Станислав нашла редкий высокогорный лишайник. Что я хочу сказать? В общем-то, тут есть замечательная дорога. Сюда можно заехать на машине. Кому-то. Но не нам. Нам нельзя. Мы шли пешком. И все-таки дошли. Вот она, вершина Брокен. Сейчас мы попробуем узнать, есть ли здесь на этой вершине прецели. Осло. Петербург. На это нет.
Пахнет сосиской. Винер in Brötchen. Винер in Pommes frites. Pommes frites. О, Pommes frites. Такой он теплый. Поели томатного супчика и картошки. И теперь двигаем назад. 6 километров где-то нам топать, но в этот раз хотя бы под гору. И по более-менее нормальной дороге, я надеюсь. Еще темнеть вот начало. Так что вот, такое приключение сегодня на вершине бывшей шпионской станции КГБ в Восточной Германии. Ну как? Скажи ба.